Добрый вечер. Богатейшая женщина России в апреле 24 года тихо ушла от мужа и столь же тихо отдала треть акций своей компании в чужие руки, потеряв при этом почти половину своего состояния. Теперь к этому добавилось еще два трупа. Под таким лидом вышел текст в журнале американского Форбса в конце прошлой недели. И вот об этом мы будем сегодня говорить, как всегда, в понедельник, как всегда, в 20 часов по Москве, в программе «Полный альбац», программе, посвященной ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут влиять на политику ближайших недель и месяцев. Но прежде чем я прежде чем я представлю гостей, прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, поставьте лайки, напишите, с какого города вы нас смотрите. Я буду вам очень благодарна. Ну, а мои сегодня гости – это Илья Шуманов, глава Transparency International Russia, глава некоммерческой организации «Арктида», расследующая российскую Арктику, специалист по антикоррупционным практикам. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения Марковна. Здравствуйте, И зрители. Александр Прокопенко, эксперт Берлинского центра Карнеги, научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии, эксперт по российской экономической политике. Александр работал советником в Центральном банке Российской Федерации и Высшей школы экономики в Москве. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, на прошлой неделе история развода супружеской пары владельцев дикой ягоды Wild Berries, четы Татьяны и Владислава Бакальчук, вышла на новый, уже вполне кровавый уровень. Как сообщают российские издания, сторонники Владислава Бакальчука применили силу для проникновения в здание офиса Wild Berries. В результате 2 человека погибли, несколько получили ранения, пара десятков человек были задержаны. Вот как это было. Видео. Ну вот, это короткое видео, и теперь, если я вам скажу, что все это происходило в Романовом переулке, для москвичей это совершенно понятно. Это труднее назвать центре место в Москве. Одна часть Романова переулка выходит к Большой Никитской, к зоологическому музею, вторая часть Романова переулка выходит к Воздвиженке. И Воздвиженка, и Большая Никитская, они идут прямо к Кремлю, к Маховой. Воздвиженка просто упирается через Маховую в Боровицкие ворота Кремля. И представить себе, что стрельба будет вот именно в Романовом переулке, трудно было себе представить. Самые богатые, самые известные компании России столовались в Романовском переулке. До последнего времени там была и компания Рубена Варданяна, который теперь находится в бакинской тюрьме, и многие-многие другие очень известные российские и нероссийские компании. Татьяна Бакальчук написала в своем телеграм-канале, цитата: «Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены 3, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехали вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов, поэтому прошу сделать публичным итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел». Вот теперь это рейдерский захват, вернее, его неудачная попытка. Конец цитаты. Владислав Бакальчук был задержан. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение по тяжким статьям, включая соучастие в убийстве. Но потом дело странным образом вдруг забрали из Московского следственного комитета и передали на федеральный уровень. И там оказалось, что состава преступления нет. И Бакальчук оказался уже дома. Вот его заявление. Друзья, добрый вечер. Я дома, и со мной все в порядке. Спасибо вам за то, что поддерживали меня все эти дни. Я буду и дальше продолжать бороться за свою семью,
и за наш семейный бизнес. Правда и закон на нашей стороне. Пускай восторжествует справедливость. Это заявление Бакальчук сделал после того, как образовалось два трупа в результате столкновения в Романовом переулке. Эти двух охранников Wildberries их привезли в Ингушетию, они ингуши, где их встречала многотысячная толпа с криком «Аллах Акбар». Вся эта история производит впечатление какого-то абсолютного сюра. Вдобавок, американский Forbes посчитал, что в результате сделки с оператором наружной рекламы РУС состояние Татьяны Бакальчук сократилось с 7,4 миллиардов долларов до 4,1 миллиарда. Бакальчук в ходе сделки фактически отдала 35% акций своей компании, пишет издание, и ничего не получила взамен. И я хочу спросить моих сегодняшних гостей, что это все такое? Илья Шуманов, Александр Прокопенко. Ваши гипотезы. Это очень сложный вопрос, Евгения Марковна. Вот, просто по одной простой причине, потому что, мне кажется, в этой истории очень много слоев. Вот, и каждый слой, когда мы вот как с луковицы пытаемся содрать, мы все новую и новую информацию получаем, и она, мне кажется, как бы все интереснее, чем глубже мы накопаем. И вы упомянули и ингушских ребят, да, которые погибли в ходе этой перестрелки, но одновременно мы помним про то, что незадолго до, собственно, стрельбы в Романовом переулке Рамзан Кадыров дал поручение своей правой руке разобраться в этой истории, и мы знаем, что такое поручение Рамзана Кадырова и как они реализуются вот на практике. И мне кажется, что уже на тот момент, когда он публично выступил и когда записал это видео, стало понятно, что быть разборке, быть какому-то конфликту, и он просто так не отступит. И, на мой взгляд, это предтеча всех событий, которые мы увидели недавно в офисе Wildberries, и, возможно, даже не завершение этих событий по одной простой причине, потому что в публичном пространстве Рамзан Кадыров так и не появился, несмотря на то, что он как бы ранее заступался за Владислава Бакальчука и говорил о необходимости восстановления некой мифической справедливости. Вот. Что касается акций, то действительно речь идет о том, что, насколько я понимаю, Татьяна Бакальчук, уже ныне Ким, потому что она поменяла фамилию на свою девичью фамилию, она, ну, все, она в разводе с Владиславом Бакальчуком и дальше продолжать отношения не намерена. Исходя из этого, тот процент акций, который был у Владислава Бакальчука, он в общей компании составлял 1%. Ну, мне кажется, это очень сильно задело его, потому что он тоже как бы считал себя человеком, строящим бизнес совместно семейный. Но вот в этой истории он оказался не у дел. Важно, что Бакальчук не такой бедный, как вот он прикидывается. На самом деле у него есть одна из компаний, которая называется Wildberries Development, баланс которой 23 миллиарда рублей. То есть он не нищий человек и остался вообще не, как бы, скажем так, не без денег, да. Ну, это говорит скорее о том, что, зная о том, что его супруга желает развода, он пытался каким-то образом, по крайней мере, претендовать на акции компании. Вот, и лучшего подхода, кроме как использовать чеченский силовой ресурс, он не нашел. Возможно, ему кто-то подсказал, возможно, он сам вышел на этих людей. Вот. Но я предполагаю, что это практика теневой медиации такой. Это достаточно распространенная практика в случае корпоративных споров. И, разумеется, в этом смысле, ну, лучше, чем Рамзана Кадырова, не найти, наверное, никого в России, кто мог бы претендовать на какой-то актив. И с точки зрения защиты того или иного, скажем так, корпоративного лица или вот спорящего субъекта, да, так и с точки зрения защиты и обеспечения безопасности. В этом смысле мы видим уголовное дело, которое рассыпается на глазах, то есть вначале его задержали, соответственно, речь шла о возбуждении уголовного дела, все серьезно, и потом мы видим, что его отпускают, он записывает видео о том, что он на свободе, вот, и будет добиваться дальше справедливости. Поэтому, мне кажется, здесь надо смотреть на тех людей, кто стоит за Татьяной Бакальчук и за
Владиславом Бакальчуком, вот, потому что они в этом смысле, ну, я вижу, что, конечно же, они не являются, они не субъектны, по крайней мере, на текущий момент, потому что те люди, которые за ними стоят, мне кажется, о них мы поговорим чуть позже, вот, они самые интересные в этой части. Может быть, у Александры другое мнение. Спасибо, мы обязательно к Оно, этому перейдем. Александра, с оно не вашей совсем... точки зрения, Да. что это все такое? Это отъем бизнеса? Это влюбленная женщина решила подарить своему новому мужчине часть компании и при этом, значит, обделила мужа, с которым она создавала эту компанию. Это игры российского ФСБ, поскольку говорят, что там тоже большие уши тянутся. Что это все такое? Зачем Бакальчук, который много лет строила большой маркетплейс, построила большую успешную компанию, стала самой богатой женщиной России, создала состояние больше 7 миллиардов. Ну, как бы не относиться к ней, бизнесменша, которая построила компанию, которая оценивается больше в 7 миллиардов, это серьезный игрок. На шахер-махер такое не построишь. Что это все такое? Ну, я в целом, конечно, согласна с Ильей во многом, но и это действительно очень многогранная история, и действительно очень важно смотреть, кто стоит здесь за кем. Тут как бы нужно, наверное, сделать 2 шага или 3 шага назад и вспомнить, что как бы Бакальчук считалась самостоятельным игроком, то есть нам неизвестно о том, что у нее были какие-то партнерские отношения с кем-то из крупных, что у нее была крыша, проще говоря, Что, у возвращаясь нее в не год, было крыши? была, говорят, что была, то есть вот говорят, что была, но не такая значительная, то есть это не отношения с условным Костиным, условным Грефом или с тем же Керимовым или с тем же Кадыровым, то есть до этого у нее были в партнерах какие-то более низкоуровневые структуры, если мы говорим вот конкретно об этой компании, хотя мне кажется, что кейс значительно более показательный, чем просто конфликт корпоративный и личный вокруг маркетплейса, на который приходится 5% объема розничной торговли Российской Федерации, на минуточку. Вот. И здесь как бы всякий раз, когда я читаю новости вокруг этого конфликта, я все время думаю, а как бы я себя вела, если бы речь шла, если бы это была моя компания. Вот. Потому что Владислав участвовал в операционном управлении, он приходил на совещания, он участвовал в совещаниях в правительстве, он вел переговоры от имени компании, то есть говорить о том, что он был номинальным держателем 1%, а Татьяна все делала сама, было бы неверно, этому есть свидетель. Но мне кажется, что вся эта история на самом деле обнажает то, что мы наблюдаем, и то, о чем Илья с коллегами пишут много, и я большая поклонница этой части их работы, это часть большого процесса по перераспределению собственности внутри России. И здесь мы видим, что, то есть, и как бы с этой точки зрения у нас получается такое, что компания Wildberries достаточно долгое время существовала самостоятельно. Они вкладывали большие ресурсы в то, что называется government relations. То есть они устанавливали хорошие отношения со всеми государственными игроками, но формально они не относились ни к какой большой семье. То есть вот ни к Ковальчукам, ни к Костинским, ни к Кадыровским, никому. Почему так происходило? Можно подискутировать. Я думаю, что скорее потому, что розничная история, маркетплейсы, вот вся вот эта электронная торговля, это для серьезных пацанов терра инкогнито, то есть, не нефть, не газ, не металлы, не что-то такое солидное, и вот хватало ресурса несерьезных. А дальше, собственно говоря, когда дальше, когда стало понятно, что этот актив приносит такое количество прибыли, там оборот был, там у нее триллионные обороты, большая прибыль, большая выручка, стало понятно, что, наверное, ей нужен какой-то более серьезный партнер. Дальше, видимо, сам
поглощение связывают с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Сам он пришел к этой мысли или кто подсказал, я не знаю. И началась ли эта история с историей любви одного из братьев Мирзоян и Татьяны Бакальчук, или, например, это большая история, связанная со складами, и с тем, как у Бакальчук сгорел склад, который находился в залоге у одного из государственных банков, и, соответственно, склад был введен в эксплуатацию, хотя формально по документам нет, и это был один из способов давления. То есть дело ясное, что дело темное. То есть Бакальчук таким образом стали присаживать, как вот такая доминирующая точка зрения среди моих собеседников в Москве, я склонна ее верить, большого партнера, потому что не может быть большого бизнеса в России в современное время без крыши. И сейчас очень удобный период для того, чтобы одни активы переходили в другие руки, потому что в целом, ну, то есть мы видим, что с федерального уровня, с уровня больших предприятий давно уже спустилась на уровень региональный и даже городской. Об этом Илья расскажет значительно лучше меня. И я считаю, что это часть вот этого процесса, когда большие куски собственности меняют владельцев, потому что сейчас это можно сделать, потому что момент. Пикантность ситуации с Wildberries, в отличие от многих других историй, то, как эта сделка обставлялась. То есть Рус и Wildberries написали письмо на имя Владимира Путина, в котором абсолютно абсурдное по содержанию, где оператор наружной рекламы и маркетплейс будут создавать российского конкурента Amazon, который будет продвигать традиционные ценности, создавать систему расчетов альтернативную SWIFT и работать по всему миру, с учетом того, что Россия – это самая санкционированная страна на земном шаре сейчас. Нет, не существует такого закона, который обязывает любую компанию согласовывать сделки на уровне президента. Это тоже из серии неформальная практика по понятиям. По понятиям хорошо, чтобы это было сделано. Я думаю, что к президенту заходили в том числе за тем, чтобы эта сделка пошла дальше так, как запланировано. То есть Путин написал «согласен» и поручил теперь уже своему заместителю главы администрации Максиму Орешкину, чтобы Рус и Wildberries слились в одну компанию. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что разборки вокруг Wildberries и стрельба в 600 метрах от Кремля – это не дело Кремля. Хочется, знаете, сделать мем, вот есть популярный в интернете, где гусь бежит такой, а кто подписывал письмо на Орешкина? То есть как это не дело Кремля, если есть прямое поручение? Штука в том, что когда появляется прямое поручение, вот эта вот неформальная история со слиянием из хотелки перерастает в формализованное поручение, против которого, как мы видим, оказался Рамзан Кадыров. И поскольку это не дело Путина, потому что Путин занят, он с Украиной воюет, у него геополитическое противостояние с НАТО, а то, что, в общем, кто-то пошел против его воли, Кадыров в этом смысле, мне кажется, тестирует границы возможного. И судя по тому, что это противостояние продолжается, из Кремля никакого окрика не было. Более того, Путин посещал Чечню недавно. О чем Путин и Кадыров там говорили, мы доподлинно не знаем. Может быть, о Wildberries, может быть, о войне, может быть, ни о чем. Но вот сам факт, сама эта история, мне кажется, обнажает то, что вот, наверное, это даже не 90-е, но это вот идет большой передел собственности, это часть, новая грань вот этого вот передела, что обратно возвращаются те практики, когда и становятся видимыми, они никуда не девались, я неправильно выразилась, они не возвращаются, они становятся видимыми. Практики, когда вместо того, чтобы идти к институтам, то есть в суды, проще, даже в случае развода, когда проще сходить к решалам одному и другому, такая слава тянется и за Кадыровым, и за Керимовым, и выяснять вопросы, записывая кружочки в Телеграме, а не институциональным образом через суды. О чем это? И, конечно, еще это большой сигнал, потому что это не реакция Кремля, это большая эрозия политического лидерства, потому что, ну как же, это не ваша реакция, если вы дали формальное поручение. А где тогда ваша реакция? А что тогда? Вот это что, так можно было, оказывается? Путин сказал, слейтесь, а мы решили по-другому? То есть, значит, это можно? Значит, он не гарант своего слова, значит, он не гарант своей подписи? Вот я на это смотрю таким образом. Знаете, Александр, я когда-то изучала то,
какие подписи или уголки известные, что они значат. Когда разные большие начальники, включая Путина, что-то такое пишут, и что на самом деле это означает. Я даже составила какую-то таблицу. Я помню, когда это касалось Виктора Степановича Черномырдина, если он писал поступить в соответствии с Конституцией, это на самом деле означало забыть и никогда больше ко мне с этими глупостями не лезть. Что касается Путина Владимира Владимировича, то я пристально изучала его подписи на примере Европейского университета, всей истории с Европейским университетом, когда четырежды Кудрин заходил к Путину и получал подпись «поддержать», «помочь» и так далее. И это ровным образом не производило никакого впечатления на генерала Седова, на начальника второй службы, который продолжал уничтожать Европейский университет. И вот тогда мои долгие изыскания привели к тому, что, оказывается, у Путина существует два типа распоряжений. Есть распоряжение, которое касается, с которым, может быть, связаны высшие чины ФСБ и ближайшее его окружение, типа там того же самого Кадырова или Ковальчуков, то совершенно недостаточно. То, что он расписался, это никого вообще не волнует. Я произнесла про себя другое слово. Не волнует, скажем так. На самом деле, расписавшись, для того, чтобы это действительно было воспринято ближайшим окружением как указание, он должен снять трубку, позвонить и сказать «сделай». И вот если этого звонка не последовало, то этого ничего не стоит. Вы понимаете, Поэтому... извините, Евгения Марковна, я вас перебью, но если вот следовать такой логике, то Владимир Владимирович должен весь день сидеть на телефоне, поскольку он порой подписывает огромное количество документов, он должен целый день сидеть на телефоне и звонить. Нет, Мне кажется, нет, там, Саш, мне это кажется, касается там решений. Есть группа решений, в которых интересанты очень узкий круг людей. Это руководство ФСБ, это вторая служба, это вот, будем говорить, значит, коллеги ФСБ, да? Это руководство Министерства обороны. Ну вот это вот ровно на очень таком, это очень узкий круг людей, Да, но в здесь у нас отношении корпоративный которых спор. требуется звонок Путина. Таких решений очень немного. И Коллеги, если я вмешаюсь. такое, сейчас, извините, если такой звонок не следует, то, к сожалению, это ничем, или, к сожалению, или, к счастью, ничем не заканчивается. Это такая Византия, которая существовала и в Советском Союзе, и которая потом продолжилась в российской бюрократии, поскольку значит, власть уголков и подписей ничуть не закончилась, и правила игры вот эти вот... Для того бюрократия в России существует, чтобы знать, как прочитать ту или другую подпись. Илья, о чем я хотела бы вас спросить. Значит, давайте попытаемся все-таки разобраться. Значит, Татьяна Бакальчук, сейчас Ким, выросла в Грозном в семье северных корейцев. Это значит, что она выросла, в общем, в довольно жесткой окружающей среде, в которой ей надо было научиться отбиваться руками, ногами и зубами. Она построила вместе с Владиславом Бакальчуком, там, в каких пропорциях, не знаю, мощный бизнес. У них в партнерах там что-то такое 870 тысяч мелких всяких предприятий. Мощный маркетплейс. Действительно, с одной стороны, как Александра сказала, ну что это не нефть и не газ, что нас, собственно, и не поладить, там, что нам про это волноваться. Поэтому до поры до времени чекисты обходили стороной. Потом они решили, когда стало понятно, там, «Газпром», так, насколько я понимаю, вообще банкрот, там какие-то невероятные совершенно долги, чуть ли не там 20 ЕБД и так далее, значит, и стало понятно, что кусков вкусной собственности остается все меньше. По каким-то причинам она потеряла ту крышу, которая была, и ей предложили другую крышу в виде господина Мирзояна и этой компании наружной рекламы «Рус». Тоже
Почему? Это вообще ничего, так сказать, минимально стоящая компания. Очень странно. К миллиардной компании присобачивается, значит, какой-то, значит, хвостик от не пойми чего какая-то, да? Говорят, что там, с одной стороны, интересант, сенатор Керимов, который известен своим умением решать такие вопросы, но основные уши, вот я сегодня долго разговаривала с хорошим источником, основные уши там ФСБ, что вся эта РУС и вся эта компания и Мирзояна, и Шакро Молодого и так далее, она тесно связана с Федеральной службой безопасности. С другой стороны, Владислав Бакальчук едет решать свои семейные проблемы, восстанавливать семью, то есть просит Руслана, этого Рамзана Кадырова вернуть жену ему в постель. Это какой-то вообще еще один фантастический сюр. И Кадыров, зная, что у Керимовой и у ФСБшников прямой ход через Орешкина к Путину, вдруг в это дело влезает. Объясните. Значит, первое, давайте по фактам. Давайте. Состоялось уже, ну, скажем, слияние двух компаний. Это уже медицинский факт. Мы можем в корпоративный реестр «Российские игры» залезть и увидеть, что оно произошло. Первое. А какой, извините, какой Wildberries приварок от того, что она отдала 32% своей компании? Значит, сейчас мы говорим, произошло слияние или нет. С точки зрения логики объяснения, почему это произошло, у меня есть несколько гипотез, я сейчас с вами поделюсь. Первое, что на самом деле, если смотреть на компанию Wildberries, то она достаточно сильно закредитована. Вот. Закредитована она у кого? У кого находится залог? В залоге, в том числе, доли компаний, которые есть. Если внимательно смотреть, то залог находится у банка государственного ВТБ. Вот. И ВТБ фактически, ну, скажем так, теневой акционер уже де-факто этой компании является. Угу. Гипотеза про участие Федеральной службы безопасности только вот через такую сложную систему залогов я могу объяснить. Действительно, Костин человек влиятельный, банкир, вот, но у него хорошие связи и с силовым блоком тоже есть. Мы помним, кто там у него, что у него Бортников тоже как бы пасся на этих на столах, да, столовался на этих активах. Вот, поэтому человек, он известный, и тоже связи с Федеральной службой безопасности у него достаточно. Да, он сам человек из системы, из КГБ. Так. Да, значит, поэтому, ну, я частично, наверное, вот пас этот принимаю и говорю, что, ну, с этим я могу согласиться. Вот, важный момент в другом заключается, что Федеральная антимонопольная служба, которая давала согласие на объединение этих двух компаний, она вынесла решение, это решение есть в публичном доступе, о том, что они согласны с объединением. Фактически, тот звонок Владимира Путина, про который вы говорили, он прошел. То есть он все-таки, они дозвонились, и фактически как бы решение административное было принято, и фактически дано согласие на эту сделку. А почему могли не дать согласие на сделку большой Wildberries с каким-то там хвостиком от, не знаю, от мышки наружной рекламы? Значит, про хвостик, который вы говорите, на самом деле 7 миллиардов. Вот это не совсем хвостик, не просто хвостик, назовем его так, да? Вот. Но действительно, эта компания Мирзоянов, она в десятки раз меньше по обороту, по доходу, чем Wildberries. Их невозможно сравнивать. Это два разных по объему вообще игрока вот, на рынке, без каких-то комментариев. То есть второго мнения не может быть здесь. Вопрос в другом, что, скорее всего, ну, как бы доля кредитования, ну, доля закредитованности, вернее, этой компании Wildberries достаточно высокая. И мне кажется, что приход Мирзояна и приход Керимова в эту компанию, это как раз ну, они пришли из-за необходимости реструктуризации, в том числе этих долгов, переупаковки самой этой компании для того, чтобы продать какому-то крупному игроку. Потому что Керимов, как правило, приходит в компанию, или сам, или его люди, в какой-то проблемный актив, чтобы переупаковать, правильно завязать
Semantic и потом уже передать эту компанию какому-то другому игроку. И в этом смысле, мне кажется, совершенно справедливым тезис Александры, которая сказала о том, что передел собственности идет в России достаточно активно, и Wildberries это тоже вот один из тех активов, который сейчас фактически на кону стоит. Мне кажется, если разбираться, кому этот актив может быть интересен, то тут сразу несколько игроков в голове всплывает. Это и менее значимые маркетплейсы типа Озона, и государственные банки, которые с большим удовольствием бы на самом деле, да, если разобраться, хотели бы поучаствовать и погреть ручки вот на этом гигантском маркетплейсе. По сути, это вот такой российский Amazon, которым бы в своем портфолио хотели бы видеть и Сбер, и ВТБ. Вот про ВТБ я бы хотел бы, наверное, сказать, что моя ставка, то, что ВТБ все-таки будет стараться делать, как бы поглощать, возможно, или участвовать в дальнейшей судьбе Wildberries, эта ставка высока. Почему так думаю? Потому что на самом деле уже есть очень много признаков. В Wildberries работает система лояльности, которая работает в ВТБ. Вот, закредитованность, соответственно, как у основного, банка в ВТБ происходит. Ну и какие-то личные отношения, соответственно, с руководством банка у Татьяны Бакальчук тоже есть. Про Кадырова пару слов скажу. Долгое время в России существовала практика неформальных решений вопросов через криминальные группы. Вот. Сейчас они депривированы, сейчас они находятся под прессом Федеральной службы безопасности, МВД и так далее, и так далее. Мы видим, как воры закона выходят, тут же уезжают в Дубай и оттуда пытаются вести свои дела. То есть в России фактически такого криминалитета как такового не осталось. И свято место пусто не бывает. В этом смысле Рамзан Кадыров идеальная замена, идеальный такой как бы заместитель, наверное, вот этой части неформальных решений вопросов. И он выступает этим теневым медиатором, и мы видели большое количество сделок, где он заходил со своими товарищами, со своим ближним окружением и делил активы, помогал людям перераспределять активы. Так же, как и вот, собственно, это делает Сулейман Керимов. И в этом смысле это скорее так, два корпоративных рейдера, которые схлестнулись в Романовом переулке. Одни притащили ингушей и дагестанцев, другой притащил чеченцев для того, чтобы они пытались порешать вопросы. Вот. Но проблема и интерес этой истории в том, что Wildberries – это цифровой актив. Это товарные знаки, это серверы, это другая цифровая инфраструктура, домены, в конце концов. Это не офис, то есть захват офиса фактически ничего бы не дал ни Рамзану Кадырову, ни кто бы ни было, кто пришел в этот офис. Поэтому невозможно рейдерским захватом из 90-х захватить такой актив в Романовом переулке или там, не знаю, склады по всей России и так далее. Поэтому это было, мне кажется, опрометчиво, и это вот отдает таким нафталином, душком 90-х, потому что люди пришли в офис, думая, что они отберут печать, не знаю, заставят бухгалтера сдать отчеты, как бы, там, не знаю, передать ключи от комнат, и на этом рейдерский захват должен быть завершен. В реальности, конечно же, такого невозможно, и такое не могло произойти. Вот, и в этом смысле я не вижу Рамзана Ахматовича Кадырова в публичной плоскости на протяжении вот уже недели, с момента, когда это событие произошло. И это, видимо, тоже сигнал некий. Почему? Потому что обычно он появляется и обычно держится за президента, на каких-то встречах рядом с ним всплывает для того, чтобы продемонстрировать то, что у него все в порядке, что он по-прежнему не потерял лояльность президента. Сейчас этих встреч нету. Вот. Единственное, что он точно добился, он или не он, или его ближнее окружение все-таки порешало эти вопросы, это то, что Бакальчука отпустили. Потому что если Бакальчука бы не отпустили, он остался бы где-то в следственном изоляторе, то это репутационный провал для Рамзана Кадырова. Соответственно, все люди, которые бы обращались к Рамзану Кадырову в дальнейшем, они могли представить бы, что они могли бы выполнять ту же самую роль, как и Владислав Бакальчук, где-то сидеть в СИЗО. Вот, поэтому у меня к этой истории, наверное, есть еще большие ожидания с точки зрения развития ситуации. Я слежу, обновляю новостную ленту, ищу, когда же Кадыров встретится с Путиным. Если в ближайшие 2-3 недели он не встретится, то я думаю, что это, как это говорят на рынке, негативный сигнал для его акций. Вот так. Понятно. Последнее, что я прочитала, это
То, что задержанные там что-то 20 человек, которые нападали на офис Wildberries, они все изъявили желание подписать контракт с Министерством обороны, и поэтому они тоже будут избавлены от наказания. Правильно я понимаю, что за 2 убитых и 1 раненого никто не понесет наказание? Если это вопрос ко мне, не к Александре, то я Да. скажу, что, скорее всего, все равно найдут человека, который возьмет на себя вину. Вот так это водится. Думаю, что не все они понесут наказание. Особенно статусные, значимые люди из команды Кадырова, из клуба, например, Ахмат, думаю, что он их будет отбивать до конца. В пользу этого у меня есть несколько аргументов. Один из них – это близость Рамзана Кадырова к Виктору Золотову, который на заставке сегодняшней вашей программы. И мы знаем, что какое количество генералов, полковников Росгвардии в окружении Рамзана Кадырова, что многие из них имеют удостоверение Росгвардии, и близость Рамзана Кадырова к МВД. Тоже, наверное, не секрет, что большое количество сотрудников МВД как раз, ну, собственно, носят погоны и находятся в ближнем окружении Кадырова. Исходя из этого, думаю, что чем дальше от перестрелки, тем больше вероятность, что больше людей выйдет из там, следственного изолятора, ИВС, где они сейчас находятся, потому что многие из них находятся под административным арестом. Что это значит? Они отсидят свои там 15 суток или 10 суток, и дальше оснований, может быть, для их задержания не будет никаких. Очень прекрасно, что проекты «Важные истории», 2 медиа перечислили эти фамилии, этих людей, что позволит нам дальше отслеживать их судьбу. И в этом смысле, конечно же, мне кажется, трекинг этих товарищей даст нам тоже очень много с точки зрения понимания, как разворачивается этот конфликт в дальнейшем. Илья, спасибо. Александр, итак, насколько я понимаю, вот из той гипотезы, которую предложил Илья Шиманов, у Татьяны Ким, в прошлом Бакальчук, были проблемы по бизнесу, прежде всего с выплатой кредитов, и поэтому она вынуждена была, видимо, пойти обратиться за помощью к каким-то сторонним силам. Что вы по этому поводу думаете? Были ли там проблемы с выплатой кредитов или не было ли там проблем, имеется в виду чисто финансовых, это вопрос, это еще вопрос. Потому что кредит может быть реструктурирован, кредит может быть, банк может пойти на там, различные формы как-то смягчение этого кредита. Там есть, в общем, при желании есть множество вариантов, и вообще как бы расширение в кредит – это нормальная бизнес-практика. В чем я с Ильей абсолютно согласна, но мы друг другу не противоречим с ним, в общем, ни в чем. То, что действительно кредиты, это то, что действительно Бакальчук в основном кредитовалась в Государственном банке, хотя там были деньги из Сбера тоже, но в основном это были деньги ВТБ. Там были большие проблемы с залогами, связанные со стоимостью залогов, то, что я слышала. Здесь история двоякая, потому что, с одной стороны, как бы получается, что когда компания предлагает что-то в залог по кредиту, это ответственность банка оценить этот залог и согласиться или не согласиться, ну, потому что от стоимости залога зависит стоимость кредита. Поэтому в этом смысле, в этом уравнении, можно сказать, все хороши, так как склады были одного качества, а деньги были получены под имущество другого совершенно качества. То есть то, что делать абсолютно прозрачно, законно, чисто бизнес вот так, как и вот расширяться так агрессивно, как расширялись Wildberries, а здесь нужно тоже понимать, что, конечно, Бакальчук, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину, когда раскрутили гайки, связанные с параллельным импортом, бизнес Wildberries рванул, и через Wildberries стало возить значительно более быстро и удобно, чем, например, через тот же AliExpress. И AliExpress стали очень жаловаться, что их давит Wildberries. А до этого про Татьяну теперь Ким, в прошлом Бакальчук, говорили, что она королева серого импорта. И, в общем, бизнес-модель Бакальчук по-хорошему держалась на вот этих вот кредитах с сомнительными залогами, на почти рабских условиях для работников складов, и было достаточно большое количество скандалов, связанных с этим, на достаточно агрессивных условиях для продавцов маркетплейса.
То есть там не было какой-то любви, это был такой, то есть со стороны Бакальчук это был довольно хищнический бизнес. Хотите торговать, торгуйте с нашими условиями, либо закрывайтесь и идите идите дальше. Другие игроки значительно меньше, и я тоже абсолютно согласна с Ильей, что какой-нибудь Госбанк бы с радостью заимел в своей экосистеме marketplace и получил бы тогда то, что называется экосистему полного цикла, потому что он предоставляет кредит или то, что называется вот эти сервисы BNPL, Buy Now, Pay Later, покупай сейчас, плати позже, рассрочка, господи, по-русски это же рассрочка. И все это замкнуто в пределах одного приложения, то есть у тебя пользователь не выходит во внешний мир ни зачем, а у него здесь, он здесь купил, он здесь получил деньги, он здесь посмотрел кино, он, ну, в общем, поиграл в домино, и это вот все называется экосистема, и банку таким образом проще как бы вот проще иметь и прибыль, и клиентов. Ну, и это довольно модно в современном смысле. Поэтому там вот как-то вот отвечая на вопрос, мы с Ильей друг другу не противоречим, госбанки, да. Я вообще считаю, что моя ставка, что здесь будет кто-то третий, возникнет какой-то третий игрок в какой-то момент, к которому Wildberries в итоге и отойдет. Будет ли он связан с кем-то из ближнего круга Путина или мы увидим кого-то еще, пока непонятно. Вот. Что тоже интересно, мои собеседники говорили, что раньше Бакальчук к Костину за услугами вот, неформальными не обращалась, только по кредитам. И начались ли проблемы у Бакальчук со складами в связи с тем, что там было нарушение техники безопасности, или, которые, несомненно, были, либо это вот было как бы первая доминошка, которая упала вот в этой вот всей конструкции, чтобы бизнес поменял владельца, вот это вот надо еще выяснять. Александра, а вот Озон, так я понимаю, главный конкурент Wildberries, акции которого сейчас растут, они также ведут, они тоже занимаются серым импортом и тоже также относятся к своим поставщикам, как к полурабам? Я вот, к сожалению, не... То есть как выстроены отношения в Озоне у продавцов маркетплейса, я, к сожалению, не знаю, но параллельным импортом сейчас занимаются все, и, собственно говоря, вот это вот продуктовое разнообразие и ответ на вопрос, а почему, собственно, Россия под таким количеством санкций не чувствует этого на полках в супермаркетах, в торговых центрах, ответ вот потому что параллельный импорт. Потому что до этого правительство 10 лет сопротивлялось и говорило, нет, берите патенты, привозите в Россию, локализуйте производство. Если будет параллельный импорт, у нас никогда не разовьется собственного производства. Сейчас, вот, пожалуйста, собственное производство, как пример, собственное производство Кока-Колы закрылось, зато есть 13 видов Кока-Колы от американской до иранской. Можно, в общем, купить несколько бутылочек и устроить дегустацию. Поэтому да, и Озон, и все остальные этим занимаются, потому что в России это не нелегально. А то, как они будут выглядеть на мировой арене, уже, в общем, мне кажется, ну, этих игроков, по крайней мере, сейчас это не волнует. Понятно. Еще один вопрос. Почему, какая рациональность заключалась в том, что Татьяна Бакальчук отдала 32% акций вот этой компании РУС наружной рекламы и ничего не получила взамен? Вот как вы объясняете рациональность этой сделки? Я считаю, что в формальной плоскости она ничего не получала взамен, а в неформальной плоскости она получала поддержку со стороны какого-то неформального игрока, предположительно Сулеймана Керимова, который достаточно опытный в плане и, так сказать, поглощений бизнесов и переупаковки, и у него есть выстроенные хорошие связи, прямые связи с администрацией президента. И, то есть она получала защиту, покровительство и защиту от любых недружественных действий со стороны кого бы то ни было, и покровительство, и, видимо, какой-то более облегченный вариант кредитования на развитие. Вот. Я думаю, что здесь не было рациональности в формальной, но неформально она получала
Вот такой пакет, такой набор. Получала ли она его добровольно или ей объяснили, что она должна согласиться на такие условия, иначе у нее вообще все заберут, потому что, например, по долгам, ну, потому что выплаты по кредитам станут неподъемными, потому что вдруг обнаружится, например, реальная стоимость залогов. Это вот большой вопрос, как бы спекуляция. Но вот как оно было на самом деле, мы не знаем, но вот так события тоже могли развиваться. То есть это была плата за крышу, грубо говоря. А вы, Да, я считаю, что, скорее всего, да. вы исключаете такой романтический вариант для какого-нибудь, просто для романтической комедии? История, что Татьяна, не молодая уже женщина, влюбилась. Такое же бывает? Бывает. А одно другому Влюбилась не... А это же и... не противоречит другому. Одно же другому не противоречит. Как бы наличие... Ну, как бы не Мирзоян же крыша. Крыша – это те, кто стоят за Мирзояном. А отношения, если они есть, и если это по любви, то это приятный бонус. Тем более, что Татьяна имеет гигантский опыт выстраивания компании семейной именно. Вот, то есть у нее с Бакальчуком, с супругом моим бывшим, действующим, не знаю, как там формально с точки зрения закона, это был семейный бизнес, значит, это люди, которые умеют и семью строить, и бизнес, и не разводят их там по разным углам. Поэтому здесь как бы, ну, совет да любовь, если это на самом деле отношения. Ну, почему нет? Просто одно другому не противоречит. Мгм. А был ли Окей. Мирзоян вот этой так называемой медовой ловушкой? Я не знаю, спекулировать Да, не вот я буду. ровно про это. То есть вот я бы не исключала ни одного, ни другого. То есть почему бы нет? Почему бы взрослым людям не вступить в отношения? Да, безусловно. Сказать, может быть, Спасибо. Да, про, Илья? про то, что есть видимые следы этой крыши, если внимательно смотреть на всю эту историю. Погибшие ингуши, да, в этой перестрелке отсылают меня к еще одному участнику этой истории, которого мы не назвали по имени. Вот, это депутат Государственной Думы Бикхан Барахоев, это депутат Государственной Думы от Ингушетии как раз-таки. И мне кажется, что это и есть тот человек, который и организовывал, и помогал вот как раз вооруженному противостоянию кадыровцам. И мы знаем про достаточно сложные отношения между Ингушетией и Чечней, не только Дагестаном и Чечней, но и Ингушетией и Чечней. И в этом смысле мы видели, как встречали этих людей в Ингушетии, какие почести им отдали. И мне кажется, это выглядело как попытка защитить себя, в том числе имя ингушей, вот в этом противостоянии. И на мой взгляд, что сейчас, если смотреть на разные крыши, на разные силовые группы, которые есть, это в том числе какая-то такая примерка к возможному более масштабному противостоянию между силовыми группами, которые в дальнейшем мы увидим, когда люди пытаются мериться силами и доказывать друг другу возможности каждой из этих силовых групп. Чеченцы с ингушами, дагестанцы там, с чеченцами и так далее, и так далее. Вот. И в этом смысле я понимаю, что монополия на насилие, которая передана Рамзану Кадырову, ее так просто забрать не получится. То есть, когда государство передало монополию на насилие частному актору какому-то в лице Кадырова и его ближнего окружения, он уже добровольно это право на насилие не отдаст. Его придется забирать. Эту историю можно хорошо перелинковать с историей с Евгением Пригожиным, вот, когда человеку передали право на насилие, и потом его вынуждены были сбивать самолеты, чтобы просто ликвидировать, потому что уже человек отказывался отдавать это право и дальше уже начал свою игру выстраивать. И Кадыров, мне кажется, что это вот такой, в некотором смысле прообраз, наверное, Пригожина, но очень чутко реагирующий на сигналы. Когда он заступает за красные линии, ему тут же дают сигнал, и он пытается эту ситуацию обратно каким-то образом разрулить, вернуть в первоначальное состояние, реституировать, да. Вот. И думаю, что у Кадырова вот это такое пятое или шестое чувство, которое у него есть, у него очень сильно развито, потому что
как правило, он систему тестирует на всех уровнях. То есть он пытается всегда залезть за границы правил, будь то с политическими оппонентами Кремля, будь то вот с экономическими акторами. Потому что если смотреть на убийство Немцова, то оно тоже произошло под стенами Кремля. Тогда ему как бы это простили, тогда ему это сошло с рук. И очевидно, что все дороги вели в Чечню, скорее всего, к Кадырову. То повторение этой истории через несколько лет, через 10 лет, но уже в экономической плоскости при попытке раздела этого Валберес, мне кажется, очень иллюстративно показывает, куда эта передача монополии на насилие может зайти. А какой смысл был в этой акции в Романовом переулке? Если решения принимаются на уровне подписи президента, помощника по экономике, главы администрации президента. Зачем? Вот какой в этом смысл был? Кроме того, что они же не могли не понимать, что бить значит, эти окна Wildberries, ну, в этом Романовом переулке, это в любом случае попадет на камеры. Это в любом случае об этом. Вот смысл какой в этом? Значит, исходя из практик 90-х, как они были организованы, это попытка усадить людей за стол переговоров. Вот. И, разумеется, ни о какой 50 на 50 речи не идет в случае раздела Wildberries, и, конечно, чеченцы не претендуют. Но на 10-15% от этой сделки вполне себе вот при поддержке кадыровцев, наверное, Владислав Бакальчук мог бы претендовать. И задача была как раз повысить ставки и заявить свои права требования на эти активы. Потому что формально у Бакальчука мы знаем 1% Wildberries, но это слабая переговорная позиция. Ну, и с ним бы рассчитались бы за этот 1%, он бы вышел бы, ну, собственно, человеком не бедным, но точно не мультимиллиардером, да. И, на мой взгляд, вот попытка через чеченцев решить этот вопрос, это как раз повышение ставок с целью повышения требований к Сулейману Керимову, к Мирзаянам, ну, и Бакальчук уже в меньшей степени, потому что, мне кажется, она уже отказывалась от этих переговоров, она не готова была дальше вести диалог, и, собственно, этот разговор был между чеченцами, дагестанцами, ингушами вот за этот актив. Вот так я это вижу, эту историю. Но это должно вызвать как минимум крайнее неприятие со стороны московских властей. Ладно, там, предположим, Кремлю плевать, но московские власти должны к этому отнестись крайне отрицательно. И тем не менее, все-таки Кадыров, он просчитывает разные варианты. Как вы сами сказали, он понимает красные линии. И здесь у меня тоже большая пустота в понимании того, как это произошло. Возможно, Кадыров не до конца понимал вообще серьезность намерений и значимость вот этой росписи как президентской, которая была. Тут еще один человек упущен во всей этой цепочке, это Антон Вайна, глава президентской администрации, которого, ну, собственно, называют другом или приятелем Сулеймана Керимова. Вот. Даже говорят, что у них совместно рядом дача находится на Рублевке. И очевидно, что глава администрации президента – это чем не человек, который олицетворяет Кремль своим лицом. По сути, как бы это и есть прообраз Кремля, глава администрации президента. И в этом смысле красные линии пройдены Кадыровым не только в контексте того, что перестрелка находится у стен Кремля, но и что человек, который, по сути, организовывал встречу, Керимов организовал встречу с Вайна, Керимов организовал встречу, возможно, с Путиным, да, вот для подписания этого документа, то очевидно, что наплевать на главу администрации президента, ну, это достаточно, опрометчиво, даже по меркам такого варлорда или падишаха чеченского со своим войском. Вот. И мне кажется, что в любом случае Кремль сделает выводы. Что касается Москвы, то мы видим, как элегантно как бы Рамзан Кадыров решает вопросы с Следственным комитетом московским. Вот, пожалуйста, сегодня Следственный комитет, потом передали на федеральный уровень, этим вопросом занимаются уже другие люди, вот, и как бы и власти Москвы вроде бы как бы что-то должны сделать, но обеспечить безопасность
для жителей города, мне кажется, невозможно. После прилета дрона в Кремль, мне кажется, уже это было понятно, что Москва не защищена в принципе. И когда на Рублевке падали эти дроны и взрывались, то сейчас уровень, ну, наверное, безопасности, он упал до критически низкого уровня. И последствия этих перестрелок, ну, мы помним, что в 90-х творилось в Москве, сколько стреляли, сколько убивали людей. И, ну, откат в эту историю, помноженный на гигантский объем теневой, который поставляется в Россию оружие, которое идет из зоны военного конфликта в Украине, возвращение людей, которые имеют боевой опыт в Украине, которые возвращаются, которые хотят требовать права на социальную справедливость, восстановление себя в правах, в их понимании, да, то есть как это происходило после возврата из Чечни или Афганистана, мы видели, как эти банды, эти группы сколачивались, чем они дальше занимались. Вот, по сути, деградацией государственных институтов правовых и силовых. Почему я это говорю? Потому что я вижу, что репрессионный аппарат и силовой аппарат, он направлен в большей степени сейчас на преследование политических оппонентов. Вот. Поиска врагов, борьбу с Украиной и так далее, и так далее. А вот с организованной преступностью, с реальным бандитизмом, мне кажется, они сейчас не особо сильно этим занимаются, потому что это не в приоритете государства. Но вот эти три элемента прекрасно связывают общую, наверное, эту среду. И думаю, ну, едва ли, если нас смотрят зрители из Москвы, едва ли это какую-то надежду в них может вселить, давайте так говорить. Да. Александра, скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, вот вы уже сказали, идет передел собственности. Как далеко зайдет этот передел собственности? Будет ли это передел только там между своими или просто государство, у которого будут возникать там, предположим, дефицит бюджета, нет, так сказать, проблемы с покрытием расходов на войну, на работу военной промышленности, на оплату контрактов там, и так далее, вы просто будет забирать бизнеса для того, чтобы иметь больший доступ к кэшу? Ну, смотрите, тут как бы история в том, что в ближайшее время, к сожалению, у режима Владимира Путина деньги на военную машину не закончатся. И вот по сегодняшним цифрам бюджета, что военные расходы превысят 13 триллионов уже в 2025 году, это прям... больше 40%, да? Больше... 25? Сколько там? Это от консолидированного бюджета или от федерального? Нет. Федеральные оборонные расходы – это расходы федерального бюджета, и совместно с расходами на силовиков, то есть на национальную безопасность, которая там где-то 3 с чем-то, я не помню, 3 с чем-то триллиона, и того это будет 16 небольшим процентов, 16 небольшим триллионов рублей, и это больше 40% бюджета, расходов бюджета будут потрачены на оборонную безопасность, на силовиков, в широком смысле этого слова. В ближайший год, в 2025 году, у Владимира Путина деньги на это дело точно не закончатся. Поэтому история с переделом собственности, она и про это, и немножко про другое. То есть она не про наполнение бюджета ни в каком виде пока, за исключением небольшой доли, небольшой на самом деле, в этом объеме небольшой, того, что платят иностранцы, плата за выход иностранных компаний из России. То есть сейчас, чтобы иностранная компания покинула российский рынок, она должна продать себя российским собственникам за 50% стоимости и заплатить еще 15% налога в бюджет, налога на выход. Была 10, но теперь 15% платит. Да. И сейчас вроде как обсуждается история с тем, чтобы этот налог увеличить. Вот это вот единственная та часть, которая попадает в бюджет, которая касается наполнения бюджета напрямую. Все остальное здесь тоже это очень многослойная, очень многогранная история, потому что, с одной стороны, как бы есть действия Генеральной прокуратуры, которая санкционировал лично Владимир Путин, и они связаны с... Там есть несколько эпизодов, и все они очень значимые. То есть это способы, как активы меняют собственников. Один из них – это когда Генеральная прокуратура идет в суд, и суд говорит, что приватизация произошла неправильно.
несмотря на то, когда это произошло, то есть там 30 лет назад, 25 лет назад, то, что формально с точки зрения законодательства того, ну, она произошла правильно, это не важно, суд, как правило, встает на сторону Генпрокуратуры, Илья это расскажет лучше меня. Второй способ – это когда бывшие собственники, точнее, действующие собственники предприятий, которые бывшие чиновники живут за границей, признаются, что они это имущество нажили коррупционным путем. Так, например, вот Макфу известная история, производитель макарону, бывшего губернатора Челябинской области, вот отдали в собственность государству, то есть как государство берет это в управление Росимущество, а дальше ставится правильный собственник. Вот, это второй способ. Третий способ – это помощь ВСУ, так и Украине, так в своих активах лишился Ренат Ахметов. Четвертый способ, тоже прекрасный, это когда объявляют экстремистским сообществом. Я два таких кейса помню. Это семья Невзорова, и их имущество, если они экстремисты, то их имущество обращается в пользу государства. И активы Юрия Шефлера, это водочный такой магнат, у него прежде всего были права на бренды. Я помню про 4, возможно, Илья знает еще какие-то такие. Подождите, а Рольф это Рольф просто, дилер? Рольф это когда прямым указанием президента предприятие национализируется, потому что оно представляет стратегическую ценность, а в списке стратегических предприятий, которые существуют с 2008 года, там примерно все. То есть там все отрасли в России, включая разведение грибов и ягод, они тоже относятся к стратегическим. Вот, поэтому, в принципе, вот по этому критерию можно фактически любое предприятие, указом президента, прямым указанием президента обратить в собственность государства и вот дальше передать различным новым собственникам. И в этом смысле мы видим, что довольно много активов получили Рамзан Кадыров и его окружение. И здесь есть, я бы сказала, такая косвенная связь с бюджетом. Чечня, это у нас, как известно, есть Чечня, это регион, который получает едва ли не больше всех дотаций из бюджета. Это Чечня, Крым и аннексированная территория. Вот. То есть это самые вот дотационные. Видимо, невозможно расширять бюджетную поддержку, но необходимо продолжать каким-то образом покупать лояльность чеченской стороны. И вот, пожалуйста, появились активы, которые можно отдать в управление, то есть фактически с них можно кормиться, и они будут генерить новым управляющим кэшфлоу, но формально они останутся в собственности государства. И здесь тоже получается, а с политической точки зрения, здесь получается довольно интересный момент, потому что новые собственники, они становятся обязаны Путину, лично Путину, на своим новым статусом, благосостоянием. Был никем, а стал собственником крупнейшего предприятия по производству чего угодно. Был Балоев, а теперь вот он владеет Балтикой. Был производитель дихлофоса Сагал, а теперь у него третье по величине производитель пива, он активы получил, а еще он получил американские активы производителя тары, то есть это фактически монополия в одном смысле. Сам производит, сам разливает. Или вот Умар Кремлев, например, достаточно известный на рынке как раз услуг решал человек, руководитель Федерации бокса, вот он получил Рольф, он получил сейчас строительные активы, король лотерей и прочего. Вот, пожалуйста, вот он тип новых русских. И таким образом, поскольку бюджет сосредоточен на финансировании войны, и господряды, и все остальное уже не такое лакомое, вот получается, что вот есть такое... Можно передавать одни активы другим собственникам. Проблема в том, что, с моей точки зрения, процесс стал уже абсолютно неконтролируемым, потому что речь идет не о точечных предприятиях, которые переходят из рук в руки, а о массированной кампании, то есть это десятки, если не сотни дел в судах на уровне, то есть на больших предприятиях, и и региональная собственность, про которую мы, в общем, мало имеем представления, то есть какие-то не знаю, свечные заводики, водокачки, лесопилки, бензоколонки, санатории и так далее, вот на региональном и городском уровне вот это вот все там тоже меняет собственник. Проблема в том, что процесс невозможно остановить. Он не окриком из Кремля,
И предприниматели несколько раз просили Путина, а может быть, Владимир Владимирович, уважаемый, каким-то образом сигналы даст. Ведь он же был гарантом непересмотра итогов приватизации и того, что вообще собственность будет оставаться у своих владельцев прежних. Владимир Владимирович таких сигналов не дал, несмотря на неоднократные намеки, что вот хорошо бы, чтобы они прозвучали. Только он сказал, что нет, это не пересмотр итогов приватизации, это другое, это не то, что вы видите. Это ходит как утка, крякает как утка, но это не утка. Вот, вот как-то так. Александр, можно я задам наивный вопрос? Ну вот я из тех идиотов, которые верят, что рано или поздно этот кошмар должен закончиться, и Россия будет как-то разбираться вот со всей этой историей, с этой страшной войной, с участниками, с теми, кто совершил преступление, и в том числе и с этим переделом, который произошел. Этот передел может быть обращен вспять? Его можно будет решить каким-то цивилизованным способом, чтобы друг друга не убивали, а там через судебный процесс или как-то? Или будет проще зафиксировать статус-кво и идти дальше? Я не знаю, как будет проще, потому что проще или сложнее зависит от контекста, в котором будет происходить фиксация новых условий. Но совершенно очевидно, что тот институт, даже если это будет новый президент, который сможет удержать новые границы собственности, будет самым могущественным институтом Российской Федерации. Потому что так, конечно, то есть юридически существует такое понятие, как добровольность сделок, и, конечно, можно там, оспаривать в судах, говорить, я не хотел уходить, меня заставили, вот еще там, как же можно уйти заплатив такие, там, мой актив стоил дороже, и так далее. То есть это все можно, то есть с точки зрения закона, да, вполне это оспаривается, это можно повернуть вспять, это можно повернуть против нынешних новых собственников или нового менеджмента. Опять же, там угрожают уголовными делами людям, это все тоже там, к вопросу о добровольности сделок. Но проблема в том, что, то есть почему я говорю об эрозии политического лидерства, потому что Путин, с одной стороны, был гарантом того, что собственность остается в руках своих владельцев, и биржей, потому что к нему приходили в случае с слияниями или поглощениями, как с Wildberries, и просили величайшего разрешения на ту или иную сделку. То есть вот как бы он гарантировал и одну, и другую сторону. А получается сейчас, что он уже не гарантирует ничего, потому что, несмотря на решение Путина, что Wildberries сливаются с РУС, мы видим, что как-то вот сливаются они с большими проблемами. Несмотря на то, что Путин говорит, что нет никаких пересмотров итогов приватизации не происходит, мы видим, как суды выносят решения, отменяющие решение о приватизации Слушайте, ну 30-летней Путин давности. врет, как дышит. Да, понятно, но у меня с этим нет проблем с тем, что Путин врет. Проблема с тем, что сигналы, которые проходят по системе, деструктивны для самой системы. И, соответственно, когда мы уберем Путина из этого уравнения, должен быть кто-то, какой-то институт, хорошо, если это будет суд. Я бы очень хотела, чтобы это был независимый суд, который, и там какой-то орган, там, то есть суд будет выносить решение, а какой-то орган займется расследованием и вот какой-то попыткой разобрать эти агриевы конюшни. Вот в идеальном мире хотелось бы вот этого. Как это сложится в Российской Федерации, я, к сожалению, пока не предполагаю. Но есть прецеденты в мире, когда вот так вот неправедным образом были забраны собственность, активы, и потом были возвращены. Такие прецеденты. В таких масштабах нет. В Нет. таких масштабах, как это происходит сейчас в России, мне кажется, нет. Илья, поправьте меня. Илья, что скажете? Я не знаю, всегда сейчас современную Россию сравнивают с Германией и со Второй мировой войной, и, собственно, захватом нацистами заводов, предприятий по всей Европе. И действительно, ну, такие прецеденты были. Ну, просто мне кажется, что когда речь идет про Россию и про связанные с Россией компании, ну, наверное, в таком массовом, наверное, масштабе
Я не могу вспомнить это. Ну, важным, наверное, аргументом в этих спорах во всех будет, наверное, доказывание того, что эти активы изымаются. Потому что мы видим, что некоторые компании добровольно уходят с российского рынка, фактически бросают свои активы, ну, тем самым лишаясь права на какую-то компенсацию, видимо, либо продают активы. Последняя история, за которой я очень сильно следил, это компания «Берингпромуголь» на Чукотке, которая добывала уголь. Австралийская компания, которая продали свой бизнес бизнес-партнерам Патрушевых, семьи Патрушевых, за сравнительно небольшую сумму. Вот. Тем самым понятно, что когда они в следующий раз решат посмотреть на эту историю с точки зрения потерь, да, компенсации потерь, которые они понесли от этой сделки вынуждены, то, наверное, им никто не готов будет никакой суд возмещать эти убытки по одной простой причине, потому что они добровольно вышли на эту сделку и сами продали свои активы. Думаю, что это запутанный процесс, и без специального органа в России, если Россию будущего мы представляем как некий, ну, не знаю, идеальный, наверное, сценарий, да, наверное, не обойтись. То есть должен быть специальная группа экспертов, которая должна будет заниматься распутывать эти клубки приватизации, национализации, деприватизации, передачи своих активов, потому что ситуация на самом деле очень сложная. Давайте так говорить. Если на одну историю с Даноном посмотреть, вот мы говорим о том, что там Рамзан Кадыров, племянник Кадырова, в руководстве этой организации как бы засел. В реальности кадыровцы скорее взяли этот актив на передержку. Давайте таким языком говорить. Это как это? Ну так, то есть они выступили неким гарантом того, что этот актив перейдет не в какие-то частные руки, типа АФК-системе, например, холдингу «Степь», там, агрохолдингу «Степь», не Русагро, Машковича, не кому-то еще, а совершенно конкретному клану татарскому, который занимается молочным бизнесом в Татарстане. Вот. И вот выступив гарантом того, что этот актив достанется нужным людям, фактически получив, не знаю, какую-то компенсацию, в ближайшее время, может, увидим, что они выйдут из этого бизнеса и не будут в нем присутствовать. И также мы видели такую же историю с компанией, строительным магазином «Оби», когда человек от Кадырова зашел в этот бизнес, перепродали и переуступили потом дальнейший актив. То есть они не занимаются бизнесом. То есть их задача перехватить на передержку, правильному человеку передать и получить за это какой-то определенный процент. А Вот. Данону что с этого? А Данон, смотрите, с Даноном все достаточно просто. Это шантаж. Ну, то есть, либо мы забираем просто так ваш бизнес, и вы все теряете, и вы остаетесь в дураках, и просто это теперь наше. До свидания. Либо Данон уходит, но, например, он выплачивает своим сотрудникам какие-то компенсации, социальные обязательства закрывают, вот, вывозит какое-то оборудование, ну, то есть, по крайней мере, не оставляет заложников в Российской Федерации, просто закрывает свой бизнес, передавая свои активы за бесценок, там, за 10-ю стоимость от реальной рыночной стоимости. Вот. Потому что репутационный скандал в России о том, что, например, там убили кого-то, да, там, или там не вернули денежные средства, не уплатили компенсацию сотрудникам, для международной компании Danone это, в том числе и репутационный ущерб. Вот. Но в реальности это шантаж чистой воды, и ни о каком бизнесе на самом деле здесь вести речи невозможно. То есть это условия военного времени и такой военный коммунизм, когда приходит комиссар, вытаскивает наган и говорит, что сегодня это наше. Собирайтесь, как бы, до свидания. И никто не может это сделать. Но многие иностранные инвесторы, по крайней мере, с кем я общаюсь, они до сих пор воспринимают это как какое-то временное явление. Как-то, что завтра они проснутся, посмотрят на улицу, а там вот люди ходят, все то же самое, война закончилась и прочее. Про комиссара с наганом никто не думает, что это вот уже произошло, если к их соседям пришли, раскулачили их, предприятия забрали, то по какой-то причине их эта доля может миновать. Нет, на самом деле не минует никого практически, просто вопрос времени. Просто вот этот Левиафан, который есть, у него ограниченное количество голов, и он не может все одновременно сожрать. Вот. И поэтому он ест секторами,
экономики российской отдельными крупными предприятиями, потому что если он все бы пытался заглотить бы, то, конечно, он подавился бы, умер. Вот. И в этом смысле у меня как бы нет иллюзий относительно того, что очередность поглощения этих активов, он кидается на самое сладкое, самое интересное, что есть. И, ну, конечно, в этом смысле я разделяю Рамзана Кадырова и условно систему национализации активов по одной простой причине. За национализацией активов, как правило, стоят государственные игроки, государственные акторы, Росатом, Ростех, ну и другие околовластные корпорации. А вот Рамзану Кадырову, Умару Кремлеву достается какие-то объедки с барского стола, потому что, ну, с уважением к Сергею Петрову, вот Рольф не может сравниться с каким-то дальневосточным портом, да, которым достался Росатом. Это просто разные по величине активы. Вот. И исходя из этого, Умару Кремлеву достается небольшой какой-то вот актив, а Росатом забирает себе большие предприятия. Ростех пылесосит всю оборонку, пылесосит все предприятия, которые можно было хотя бы как-то к ВПК прислонить. Условно Рамзану Кадырову отдали молокозаводы. Давайте так называть, да? Ну, то есть мы понимаем, что это разные по весу активы, разные по масштабу, и, конечно же, с точки зрения извлечения прибыли совершенно, ну, несравнимые активы. Но вот курочка по зернышку клюет внизу, вот эти силовые группы, которые есть, которые там Тимур Азбалоев, там Рамзан Кадыров и другие товарищи, а крупные игроки, госкорпорации пылесосят с утра до вечера по арбитражу, по судебным решениям. Александра, я смотрим за этим очень внимательно, как просто выбивают российских Да, бизнесменов без какого-то там даже, ну, без аргументации. Некоторые просто отдают сами активы. У меня очень любимый пример, депутат Государственной Думы Андрей Колесник из моей родной Калининградской области, у которого забирают, а он, ну, как бы защищаться бы, как-то бороться, он говорит, ну раз государство потребовало, ну, значит, надо отдать. Ну, то есть вот это вот уровень защиты права собственности, который во всем мире, как бы, ну, по сути, является таким постулатом, наверное. краеугольный камень любого государства. Да, ну, то есть ты не можешь как-то без этого, без права собственности строить дальнейшую экономику, бизнес, ну, там, я не знаю, систему отношений в любом государстве. Вот. А когда депутат Государственной Думы, человек, который наделен властью, то, собственно, народ наделил его властью, который говорит, ну, забирают, ну ладно, видимо, пришло время отдать. Вот, и человек спокойно отдает это, не пытается каким-то образом защищать, не идет там в СМИ, не начинает голосить какую-то компанию. Вот, и это хороший пример того, что реально происходит в российской экономике, как это происходит с точки зрения государства, что кому надо, он затыкает рот, кому не надо, просто забирает. Спасибо большое, поддержал, до свидания. Вот. И, конечно же, если про Владимира Путина пару слов сказать, вот я его риторику изучал дословно, я просто делал разбор его лексических конструкций, когда он говорил про эту национализацию, про изъятие этих активов. Конечно, значит, первая часть предложения противоречит второй части предложения. Вот. И если бы я был генеральным прокурором, я бы сошел с ума от шизофрении по одной простой причине. Потому что, ну, как бы к любой фразе Владимира Путина требуется еще интерпретатор и переводчик. Потому что фактически ты можешь ее интерпретировать, ну, как бы и как плюс, так и минус. И это делается сознательно, вот, это делается намеренно для того, чтобы в нужной ситуации, ну, как бы интерпретировать выгодную ему сторону. Но да, но как мы знаем, вот, прокуроры интерпретируют ситуацию только в одну сторону. Забрать и поделить. Вот как у Шарикова было, так и вот примерно вот в российской экономике с помощью Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других правоохранительных органов, если их так можно назвать, и происходит дележка. У этого всего есть, кстати, довольно сильные экономические последствия. Тоже это звучало сегодня слово «залог». Вот, потому что все вот эти действия вокруг активов, и об этом, кстати, окружение Путина, которое принято считать относить к либеральному спектру, которое не просто сигнализирует, а там вот как-то вот оно семафорит уже так ярко, красно, вот мигает, что, вы понимаете, у нас залоги, которые, вот все эти предприятия находятся в залогах, как правило, в государственных банках. Стоимость залога тоже меняется, когда меняются владельцы компаний в зависимости от того, как они меняются и так далее. И это все
в целом немножечко ухудшает баланс банка, которому принадлежит это все дело. И банкиры это прекрасно понимают и тоже посылают сигналы в Кремль, но вот генеральный прокурор после высказываний Путина зайдет к президенту, как мы это видели неоднократно. После выступлений Путина на форумах состоялась встреча тет-а-тет Путина с Красновым, после которой Краснов выходит с однозначными поручениями и однозначными формулировками. Так оно, к сожалению, работает. Да. Самое страшное, что они разрушают страну. И, конечно, та прекрасная Россия будущего, о которой многие из нас мечтают, она становится все более и более призрачной. И понятно, что возвращаться мы будем... Начало 90-х, я думаю, покажется просто лафой. Ну что ж, я благодарю Илью Шуманова, главу Transparency International Russia, Александра Прокопенко, эксперта, сотрудника берлинского офиса Карнеги, за участие в этой программе. Я благодарю вас за то, что вы мне прояснили, мне стало понятно, что, вероятно, у Татьяны Бакальчук, она же Ким, возникли проблемы с кредитами, и это стало тем рычагом, который на нее надавили, и дальше уже за этим последовала вот этот странная передача 32% акций компании, компании наружной рекламы РУС, и участие за спиной бывшей четы Бакальчуков, различных игроков, от Сулеймана Керимова до Рамзана Кадырова, от ФСБ до администрации президента и наоборот, которые, собственно, сейчас будут прибирать к рукам компанию Wildberries. Спасибо вам большое. Услышимся через неделю. Пока-пока. Спасибо.